Ну что ж, кажется, влог из путешествия моей мечты начинается прямо сейчас. Через 15 минут мы уже выезжаем в аэропорт. Руки трясутся, страшно очень. Я в шоке, я до сих пор в это не верю, но... А теперь внимание на мой потрясающий чемодан. Во-первых, он просто невероятно огромный и тяжелый, потому что я, извините меня, лечу на месяц, и одежды будет много. И эти потрясающие корги просто, мы с двух сторон их обклеили, это просто невероятная милота. Чё, зайчик, пока-пока. Я уже в аэропорту, но история становится еще интереснее, а все потому, что рейс перенесли на час. Теперь моя пересадка длится 2 часа 20 минут вместо должных 3 часов. Очень приятно, спасибо. Надеюсь, я все успею. Самое то, что забавное. Мы приехали за 3 часа и так до вылета, и теперь уже за 4 часа, потому что мы очень сильно боялись, что попадем в пробку, потому что сейчас же идет саммит с африканцами, и позавчера, по-моему, люди шли в аэропорт пешком, потому что были огромнейшие пробки, но мы не попали ни в какую пробку, зато теперь сидим 4 часа в аэропорте. В общем, я уже прошла основную часть всяких регистраций, паспортных контролей и всего вот этого. Сейчас я жду открытия гейта. Все, уже совсем скоро будет открыта посадка. Шок просто невероятно. Я пока еще ничего не понимаю. У меня уже была паника. Я уже просто тряслась. Я думаю, боже, что происходит? Но в целом пока нормально. Держимся. Надеюсь, дальше будет не хуже. Я простояла 20 минут у гейта, но наконец-то запустили. Невероятно. Ура. Мы зашли. Все, сейчас иду в самолет и все будет супер. Надеюсь. Я в самолете. Вау! Нас задержали еще на 20 минут. Господи, я надеюсь, мы успеем прилететь, потому что времени на пересадку все меньше и меньше. В общем, я прилетела в Стамбул, побегала по всему стамбульскому аэропорту, но все нашла. Встретила девочку, которая тоже летит в Лондон, но в другой город, в другое место. Ну, короче, весело. Я во втором самолете. Живем. В Питере сейчас только 10:30, но, несмотря на это, я действительно сильно хочу спать. Лететь еще примерно 2 часа. Потом мне еще примерно 2 часа надо подъехать до Кембриджа. Я прилетела в Лондон. Офигеть. Шок-контент просто. Мы сейчас бегом идем на какие-то контроли паспортные. Надеюсь, все будет нормально. Сейчас нас допрашивать будут. Ну что ж, я тут. Я в Кембридже. Боже, я не верю. Я ехала. С водителем разговаривала про политику 1,5 часа на английском. Я просто умираю. Но я так рад. Я так обожаю Европу. Боже, как это выглядит, все эти домики. Там, вот там за окном моя любовь. Такое вот потрясающее рабочее место. Вот это огромнейшая кровать просто. Это что такое? Это как? Без
В общем, это мой второй день пребывания в лагере. И, пока что все не так уж и плохо, как могло бы быть. Я познакомилась, уже познакомилась больше, чем с 3 девочками, но не суть. В общем, основное мое общение состоит из 3 девочек, 2 японок и 1 немки. Вот, очень мило, все очень мило общаются, всегда, боже. Самое, что прикольное, все всегда говорят sorry, excuse me и thank you, потому что, не знаю, все супер милые, такие доброжелательные. Что случилось со мной вчера? Просто я очень сильно устала. У нас было 4 часа английского, а потом у нас была вечерняя активность. В каком-то просто общественном парке мы играли в английскую версию бейсбола или английскую версию лапты. Было прикольно, на самом деле. Мы не понимали правила почти всю игру, потом ближе к концу мы уже все поняли, когда нам все-таки рассказали. Вчера, когда мы возвращались с вечерней активности, мы попали под настоящий кембриджский дождь. Только он был минут 10, но неважно. Зато исторический момент. Сегодня у нас уже была первая дневная активность. Было посещение колледжа. В общем, я на самом деле ожидала большего немного от этого колледжа, потому что я думала, не от колледжа, а от самой экскурсии, потому что нам сказали, что это walking tour. Я думала, что нам расскажут на самом деле больше, потому что хотелось бы узнать историю какую-то, что-то узнать об этом колледже, но у нас не было гида. В общем, я несколько в шоке, потому что сейчас у нас прошли уроки английского, и мы на одном из этих уроков мы обсуждали Шекспира, как он там связан с английской культурой и так далее. И никто не знает, кто такой Шекспир. Что? Я не могу говорить за все страны, но во многих странах мира нет такого урока, как литература, и нет понимания того, что изучать литературу — это важно. И сегодня я играла днем в крикет. Это на самом деле очень забавное мероприятие, потому что это такое вот прям очень британская игра, которую я видела во всяких разных фильмах и сериалах, где какая-то вот элита общества играет в крикет. Опыт этого был очень прикольный и забавный. Теперь я truly British girl who's trying to get into British culture. Сегодня у нас будет newspaper fashion show. Нам дадут газеты, и мы будем делать из газет наряд. Я уже сбилась со счета, потому что, не знаю, по ощущениям уже прошло 2 недели, это только 4-й день. Я помыла голову, я не знаю, как я буду еще с ней жить, потому что там очень холодно. А я об этом не подумала. Плюс 14 сейчас на улице, лето. В прогнозе погоды написано, что сегодня будет плюс 20, но на самом деле здесь так холодно, просто не предугадать абсолютно погоду, как, что будет, когда будет. Ничего не понятно. Ну ладно. Стоим под потрясающим дождем, а должны были кататься на лодках. Очень мило. Мы только что закончили наш потрясающий пантинг. Это страшно, очень мокро, холодно, противно.
но красиво. Единственное, что мы были с зонтиками, поэтому половина того, что мы могли бы увидеть, она закрывалась. Потому что был сильный дождь, мы попали в сильный дождь. Там был просто ливень, там лило невероятно сильно. Здесь вот такая вот красота. Вечером просто невероятно красиво, просто потрясающе. Жалко, что мы не можем гулять ночью, но... Итак, у нас только что закончилась Барби Пати. Это было прикольно, потому что там было очень много песен из нового фильма Барби. Все должны были одеться в розовый, как бы, да. Я настоящая Барби. Я блондинка, вот в розовом топике я была, в юбке. Ну, просто настоящая Барби. Если бы там выбирали королеву Барби, я бы выиграла 100%. I'm just joking. Сегодня мы были в зоологическом музее. Было множество разных скелетов, разных млекопитающих, рептилий, птиц, еще чучела. Короче, было довольно интересно посмотреть на это все. Единственное, что, нигде не дают экскурсоводов. Я поняла, что я настолько выросла, что я уже хочу экскурсовода. В детстве я просто была ярым хейтером экскурсий, экскурсоводов. Теперь я наоборот такая, а где экскурсовод? Почему нам не дают гида? Что такое? Завтра у нас поездка в Питерборо и Ely Cathedral. Мы должны встать в 6. Готова ли я вставать в 6? Нет. Придется ли мне? Да. Я забыла уже некоторые вещи, но я уже вернулась обратно в Тюзель. Вот здесь вот мы живем. Сейчас я бегу на завтрак, и уже через полчаса мы уже будем выезжать. Can you say it in the video? Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуй. Меня зовут Харука. Меня зовут Харука. Yeah, really good. Yes. Мы приехали к Питерборо Cathedral и попали под сильный дождь. Но нам весело. Очень. Это что, невкусная точка? Это как? Это что такое? Мы такое не едим. Только вкусная точка. Нас посадили в какой-то торговый центр. Мы здесь поедим и можем выходить по магазинам. Но мне кажется, мы не успеем ничего купить, потому что у нас 1,5 часа. Нам дали вот такой вот сэндвич, чипс, яблоко, воду и киткат. Мы стоим в центре какой-то невероятной красоты, просто потрясающе. Мне очень нравится здесь. Вот это вот потрясающий кафедральный собор Ильский. Склоняю наверх, неправильно, не важно. Просто это очень красиво, невероятно. Мы опять под дождем, все потрясающе, замечательно, но зато красиво очень сильно, и я очень рада. Это какое-то лофт-пространство, где мы можем играть в настольные игры, в бильярд. И мы здесь пока что одни, потому что у нас сегодня опциональная активность. Мы можем идти сюда, можем не идти сюда, а завтра у всех будет game evening, и тут будет намного больше людей. Надеюсь, сегодня еще кто-нибудь сюда придет, но вероятно, что мы будем здесь одни. Короче, тут какие-то мальчики только что бегали по коридору, орали, причем им лет на вид 16-17. Они дрались в коридоре, потом, когда мы зашли в коридор, они нас увидели, убежали в другой корпус, и сейчас они начали стучать в двери, в стену, потому что у них нет ключей, чтобы открыть это, видимо.
ему отвечаю. Изучаем азбуку Морзе вместо английского. Записывайтесь на курсы по азбуке Морзе. Почему это азбука Морзе на английском? Шок-контент, азбука Морзе на английском. Записывайтесь на вторые курсы у меня и по русскому, и по английскому. По английскому ведем вместе. Это Skyeng для более продвинутых, понимаете? I want my gold egg. Yeah, that's the gold egg on this one. Does it only open if you put it in water? Probably. Or there like a buzz bomb here. Yeah, maybe. Здесь есть метлы, здесь есть куча брелков, всякие лимонады, вкусняшки, просто невероятно. Это сливочное пиво. Просто это невероятно. Что-то шоперы, куча подвесок, просто палочки. That's really good, thank you. I will stay here forever. Тут абсолютно каждый имеет кофту с Cambridge University, и тут очень много разных дизайнов, разных цветов. Но это потрясающе. Я в таком восторге невероятном. Это что-то просто вау. Типичные потрясающие дни в любимом Кембридже. Опять идет просто какой-то невероятный ливень. А я еще плюс к этому всему и заболела. Короче, мы пришли в какую-то торгово-развлекательную штуку. Мы ждем 15 минут, и потом у нас начнется боулинг. Радостно? Очень, я очень радостна. Yes, 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 yes. Мы закончили играть в боулинг. У нас выиграли японцы. Точнее, одна японка. Поэтому не расстраиваемся. Я думала вообще, что в Японии нет боулинга, что они не знают, что это такое. Они говорят, да, у нас есть боулинг, типа, довольно распространено. Я думаю, неплохо. Совершенно противоположные для меня вещи боулинг и Япония. Thank you, everyone. Караоке у нас только что было, оно закончилось. У меня голоса нет вообще, потому что я, мало того, что я болела, и у меня горло болело, так еще и караоке мы пели просто нон-стоп. И в микрофон, и без микрофона, и вообще. Спасибо. Это, кстати, место, где мы учимся. Вот такие у нас домики потрясающие. Я иду с ботанического сада. Вот, очень мило, прикольно, потрясающе. Там было довольно-таки красиво, много всяких красивых растений, цветочков, деревьев, кустиков, просто чего угодно. Интересные факты, значит, о потрясающем Кембридже. Здесь нет правил дорожного движения от слова совсем. Просто все ездят и ходят в любое время,
на очень многих пешеходных переходах нет светофоров, да, во многих местах там просто нет пешеходных переходов, поэтому просто идешь, ну, где тебе хочется, где, как тебе кажется, машина не проедет еще в течение, не знаю, 2 минут, туда может идти. Просто, ну что за красота, в которой мы живем. Я хочу здесь остаться навсегда, это слишком невероятно красиво. Вот это все. Я так привыкла за эти 2 недели ко всем этим райончикам. Я не представляю, что мне надо будет отсюда уезжать. Мне так здесь нравится. Здесь так комфортно, просто потрясающе. А еще самое это важное, боже, у нас сегодня плюс 28 градусов. Это вообще что такое? Такое бывает? Это Кембридж или это что? Почему так тепло? Что происходит с этим миром? Я в шортах. Это вообще, это как? Это куда? Это точно Кембридж. Кембридж заболел, у него температура поднялась. Шок-контент. Вот там вот перед нами идет 3 пары русских девочек. Мы просто шли по улице, мы уже собирались идти в дом, и нас просто окружают вот так вот русские девочки. Я впервые вижу столько русских вообще. И еще столько же русских есть в H&M. Вот такие у нас вечерние путешествия. Все, ребенок счастлив. Очень вкусно. На самом деле тут просто наконец-то появилось солнце, плюс 26. Тут просто весь Кембридж идет и ест мороженое. Как я могла не съесть тоже мороженое? Это же просто такой соблазн невероятный. Потрясающие, невероятные новости. Я нашла какой-то парк, фиг знает где, но здесь так очень приятно, не очень многолюдно. И вообще, меня очень забавляют все парки в Кембридже, потому что по большей части, вот мы привыкли, что парки это куча деревьев и так далее. У них парки по большей части это вот такие вот огромные поля. Я не знаю, мне так хорошо, мне просто невероятно хорошо. Это так странно ощущение, не знаю, ничего не произошло какого-то суперспецифического, но просто находиться здесь и чувствовать, не знаю, какое-то умиротворение. Просто я сейчас сидела в парке, читала книжку. Казалось бы, все то же самое, но какое-то совсем другое, совсем не такое, как к чему я привыкла. И это так потрясающе. Ну, у меня глаза слезятся. Если счастье есть, то для меня счастье это что-то такое. Я нахожусь совсем неизвестно где, просто ушла в каком-то непонятном направлении, совершенно одна, где-то в Кембридже. И просто сидеть, читать книжку в совершенно неизвестном парке, окруженный огромным количеством каких-то людей, детей просто, у которых вообще тоже супер счастливое сейчас какое-то время, которые просто где-то играют, бегают в этом парке. Я не знаю, это такое счастье ощущается невероятное. Это так здорово. Так хочу запомнить этот момент и вообще все, что происходит сейчас. Мы куда едем? В Лондон. В Лондон. Мы что, едем в Лондон? В Лондон. В Лондон. Мы что, мы в Лондоне? Приехали в Лондон? Биг Бен, ребята. Лондон Ай, Биг Бен. Это что? Я где? Я в раю? Мы идем под мостом каким-то потрясающим, невероятным, огромным количеством и смотрим на Биг Бен и Лондон Ай. Это что? Это сон? Это как? А вот это вот то, что мы вот прям вот я, вот Биг Бен, это мы как будем комментировать? Это что такое? Это просто невероятно. Это совсем совершенно невероятно. Я в это не верю абсолютно. Кажется, что я просто смотрю на какие-то картинки и фотографии из интернета.
Мы сейчас находимся на Даун-стрит. Это, ну, точнее, мы уже ее прошли, но рядом с ней находимся. И здесь просто невероятно красиво. Здесь куча белых таких молочных зданий. Это невероятно красиво выглядит просто. Вау, это что, опять зонтик? Потому что мы попали под самый настоящий лондонский дождь. London, love it so much. Невероятно. Я себе купила одежду в Юникло. Чтобы вы понимали, на всю Великобританию Юникло есть только в Лондоне. Здесь дофига магазинов Юникло, но только в Лондоне. Мы уезжаем с Лондона. Мы так мало здесь побыли вообще. Очень быстро время прилетело. Жалко вообще безумно сильно. Я еще вернусь сюда через 2 недели. Короче, на полу лежали просто куча разных билетиков. Мы их просто подняли, и девочки сходили, их поменяли, и мы получили просто бесплатные сладости. Обзор на британский, значит, магазин. Мы девочек отправили спать, потому что они были уставшие, вот, а мы пошли покорять UK. Это стенд с офигенными открытками, потому что в них внутри, это не как у нас просто пожелания, там есть вложены, во-первых, конвертики, во-вторых, там есть с разными страничками, типа как книжечка небольшая. Вот там везде написаны всякие разные пожелания, короче, вообще очень прикольно. Давай шок-контент нужен какой-нибудь. 4 яйца! Выкупаем 6 яиц и разбиваем их себе на голову. Мы будем готовить пиццу, которая заморожена. Мороженое. Здесь очень дешевый магнат. Еще очень много, и он очень дешевый. Здесь все очень дорогое, но магнат дешевый. Мы нашли огромную шоколадину. Это что, сейчас 8 часов вечера, а мы сошли с ума, потому что нам в голову вдарил сахар, потому что мы нашли на полу билетики, их обменяли на конфетки просто бесплатно, и нам вот эти вот конфетки всякие жевательные вдарили в голову с сахаром, и мы теперь сошли с ума. А еще здесь можно творить всякую дичь абсолютно, потому что нас никто не понимает, и нас никто не выгонит. Starbucks! Кофеином буду обеспечена. Отлично. У нас не только сахар вдарит в голову, еще и кофеин. Супер. Посмотрите, какая красота! Просто невероятно. Я люблю Кембридж, просто моя любовь. Как вообще можно уезжать из Кембриджа, если здесь такая потрясающая, невероятная красота везде? Мне Кембридж нравится больше, чем Лондон, потому что, ну вот тут уже мое сердечко в Кембридже осталось. Мы обнаружили некую многогранность Кембриджа. Я Маринет. Это про Кембридж, потому что днем Кембридж это такой маленький городочек такой, в пригороде какого-то крупного города, ну вот по ощущениям, такая небольшая countryside, вот, потому что это такая очень милая атмосфера, вообще супер, прям круто, вот, но вечером, когда ты гуляешь по Кембриджу, ощущение Америки, если слышно музыку, тоже добавляет вайба такого, потому что к нам уже раза, я не знаю, 3-4 подошли рандомные люди и попросили нас сделать какие-то разные вещи. Например, нам подошли, сказали, сделайте снэп. Мы такие, а? Потом к нам подошли, вот сложили вот 2 руки вот так, и такие, давайте вот так. Оп. И вы что? Потом после человека, который вот так вот попросил сделать, прошли еще 2 человека, которые тоже нам такие, ну давайте. Что происходит с Кембриджем вечером? Извините меня. UK в USA. Что-то не то. Вот такая у нас арава идет, ребят.
Мы идем на Барби. Блин, это прикольно. Guys, you like this, please? You promise? Я только что, примерно 1,5 часа, ходила по разным магазинам, смотрела, в приоритете кроссовки. Вроде как я выбрала, но я их еще не купила. Мне осталось минут где-то 40. Я пришла просто посидеть в парке и отдохнуть, потому что, не знаю, мне так выматывают эти все магазины. В общем, день закончился очень интересным образом, потому что мы сидели, смотрели Гарри Поттера. Но из-за того, что мы сидели в одной комнате со всеми ребятами, которые играли в разные настольные игры, было не слышно абсолютно ничего. Вот, поэтому я посидела, посмотрела, не знаю, наверное, минут 20-30. И потом я решила все-таки пойти познакомиться с какими-нибудь новенькими. Я нашла уже девочек, которых я знала. Вот, я с ними сначала поболтала, потом мы нашли новеньких девчонок разных из Германии и из Хорватии. И так как они новенькие, они еще тут особо не разбираются, они очень были уставшие, голодные. И после наших вот этих вот board game nights мы пошли с ними в магазин и купили замороженную пиццу, приготовили ее, как приготовили, загрели в духовке. Что-то не так у нас с духовкой явно, потому что начало пахнуть чем-то горелым и газом, но пицца в целом была сносная. То есть я ожидала намного худшего. Вот такое вот интересное окончание дня. Я купила кроссовки. Но это было безумно сложно морально, потому что ты понимаешь, насколько надо много потратить денег самостоятельно, и ты такой просто нет, пожалуйста. Привет, говно, сука. Suka? Suka means like bitch. Suka, you suka. Привет, You сука. suka. Привет, сука, Джона говна. Твоя мама. Твоя мама сука. Really good. Мы делаем контент. Мы почти приехали, мы час приехали. Сень Маша, привет. Привет! Привет! Знакомились с 4 турчанками. Вообще такие смешные девчонки, конечно. Очень любвеобильные, дружелюбные, общительные. Просто супер. Если бы были мальчики в нашей команде, было бы, во-первых, не так весело, во-вторых, нам было бы легче. Вот тут вот надо выбирать из двух зол, как бы. Либо тебе супер весело, ты проводишь потрясающее время с девчонками, либо и страдаешь, потому что это очень тяжело. Либо ты едешь с мальчиками, с которыми не так весело, интересно, будет как-то что-то сковано, непонятно, но зато будет легче намного водить лодку. Наш выбор был очевиден. Мы научили турчанок всему хорошему. Мы учили только хорошему. Если они знаем что-то плохое, это не от нас. Правильно? Все. Так, что произошло? У нас сработала пожарная сигнализация. Нас всех вывели на улицу, весь наш корпус. И мы стояли на улице, ждали. Ничего не произошло. Мы зашли обратно. Приехала пожарная машинка. Мы очень сильно испугались, потому что у нас все документы, все деньги, все наши вещи здесь. И нас просто вывели, и мы больше ничего не могли делать. Катя невероятный шеф-повар. Смотрите, как он потрясающе, она чистит манго. У нас сейчас будет очень интересная активность, и у нас 3 человека только на нее пошло, но мы сможем выиграть призы. Мы должны сделать фото-челлендж, мы должны сделать селфи
я не знаю, с 12 разными достопримечательностями Кембриджа. Попробуем это сделать. У нас 3 человека, у нас нет никакого соревнования. И, скорее всего, мы все выиграем эти призы. И, короче, вообще... Are you happy? На самом деле это очень забавная активность, потому что мы просто ходим втроем по всему Кембриджу, даже в тех местах, где мы еще не были вообще ни разу. У нас есть просто моя Google карта, в которой даже нет интернета, просто я на ней поставила точку, куда надо идти, и каким-то образом я всех веду по этим точкам. Ну что ж, мы закончили наш фото-челлендж. Единственную позицию, которую мы не сделали из 12, это сфотографироваться с уличным музыкантом, который играет на гитаре из мусорного бака. Отлично. Но просто сейчас дождь, и он наверняка не играет, потому что это, ну, как минимум, просто некомфортно. Мы приехали в Винсдор, в Макдональдс. Здравствуйте. Приятно познакомиться. У нас экскурсия в Винсдор. Мы же зашли в Макдональдс, купили все Макфлури или милкшейк. Вот сидим теперь. Сейчас у нас будет типа обед какой-то. Возможно, дует ветер, мне не слышно, но все равно жизнь прекрасна, просто все счастливы. На самом деле это очень странное ощущение, потому что мы идем просто по довольно небольшому городу. То есть мы вышли из туристической части Винсдора, и мы сейчас просто находимся в жилой части, и здесь просто невероятно красиво. Я мечтаю здесь жить когда-нибудь, или хотя бы в каком-нибудь любом похожем месте. Здесь, кстати, очень рядом аэропорт, слышно наверняка самолет. Но здесь просто невероятно красиво. Ты идешь, и ты наслаждаешься буквально каждым зданием, потому что оно все настолько идеально, колористически подходит друг к другу, что у тебя просто глаз, он останавливается на каждом малюсеньком моменте любого здания, и он получает просто невероятное наслаждение. В поисках короля Англии. Приехали в его дворец. Король Чарльз, выходи. А мы ходим по дворцу Винсдорскому вот здесь. Очень красиво, на самом деле. Там нельзя нигде снимать, но зато просто наслаждение для глаз. Мы уже сидим в автобусе, и у нас сейчас должна будет обратная дорога занять 2,5 часа. У нас не работают кондиционеры, вообще очень плохо. Зато у нас офигенный вид, сейчас покажу. Мальчик-то, из-за которого мы сейчас сидим в автобусе, нашелся! Это что, правда? Мы что, сейчас уедем? Мы сейчас сидели в автобусе. Просто невероятно печальные новости. Она уезжает, Клара уезжает. Вообще пол моих знакомых уезжает, даже больше пола. Стена целая уезжает. Мы зашли вот в такую вот азиатскую кафешку, и Катя первый раз ест моти. Она никогда раньше не ела моти. Шок-контент. Они, конечно, такие мальченькие, а стоят почку. Дегустейшн. Я пробовала и лучше. Это какой-то ужас. Сегодня все уезжает. Катя уехала сегодня в 5 утра. Клара уехала вот только что. Ты осознаешь, что ты настолько привык к этим людям, что ты их видел каждый день на протяжении 3 недель. Вот 24/7, считай. И тут вы прощаетесь, и вы больше никогда не увидитесь, скорее всего.
Помимо них еще много девочек сейчас уехало, которых я тоже знала, с которыми я тоже общалась. Вообще просто невероятно милые, потрясающие девочки. Они все тоже уехали сейчас. И еще в течение дня сегодня будут уезжать все. Вообще с сегодняшнего дня начинается моя последняя неделя в Кембридже. Это невероятно грустно и вообще просто сегодня невероятно слезливый день, потому что уезжают абсолютно все. Ну, хорошо, не абсолютно все, но очень многие, с кем я очень хорошо и близко общалась. На самом деле, меня просто безумно сильно удивляет то, насколько в Кембридже много парков. Просто я шла по улице, и я в парке. И это парк, в котором я еще ни разу не была. Как так происходит, не понимаю. Как раз таки из-за того, что Кембридж маленький городок, все здания здесь не высокие, и очень много парков, деревьев, вообще такой какой-то зеленой части города. Кажется, что ты находишься ближе к природе, чем обычно, допустим, в Питере. И мне это очень нравится. Еще что здесь очень странное, здесь все с другой стороны, потому что здесь праворульное движение, и все всегда идут направо. Это супер неудобно. Я в поисках второго торгового центра забрела в какие-то дебри Кембриджа. Я здесь еще ни разу не была. Мы изучаем Кембридж по полной, осталось пара денечков. И так на самом деле прикольно, не знаю. Я просто гуляю одна, и это так нормально. То есть, не знаю, я настолько привыкла уже к этому городу, что я совершенно не чувствую здесь какого-то одиночества. То есть я просто живу, и хорошо. Это так странно, и одновременно мне так это нравится. Это место стало таким каким-то родным уже. Сегодня уже четверг, осталось четверг, пятница, суббота. Эта неделя настолько трудная в каком-то моральном, физическом плане, потому что я себя каждый день чувствую безумно уставшей, просто как будто я не знаю, что я делаю, просто почему-то очень уставшей. И плюс из-за того, что очень многие с кем я общалась ближе всего, уехали, очень так трудно как-то перестраиваться, потому что надо типа заново находить какой-то круг общения. Ну ладно, все хорошо. Живем. Единственное, что меня смущает, что я сейчас приеду домой, и через 2 дня или 3 дня мне надо в школу идти. А я здесь не научилась, да? Мало мне здесь учебы было. Ладно, спасибо. Сходила я, значит, на Крем-Ти, наконец-то! Первый раз за 4 недели я попала туда. Это было очень сложно, потому что там такая огромная очередь была, и все хотели на Крем-Ти. Я протиснулась туда, конечно, не совсем честно, но неважно. Надо было осуществить мою мечту за 4 недели-то, ё-моё. Это прям такое супер британское, что-то прям... Мне очень понравилось. Я не люблю чай, но здесь это было потрясающе. И мы еще пили чай с молоком, с какой-то там потрясающей булочкой, невероятной, со сливками, с джемом. Мое сердце отдано этому месту. Это потрясающе. Я очень рада, что я как раз-таки сходила именно на последней неделе. Это вот прям полностью прочувствовать UK. Конечно, это просто стереотип, что все пьют чай, потому что здесь чай пьют очень мало. Но неважно. Это прям вот галочка, что все задания в UK, которые можно было сделать, поставлены. Ну, конечно, там еще Хогвартс, да. Ну,
это как-нибудь в следующий раз. Ну что ж, шопинг-то. Ого-го, какой получился. Там на самом деле половина пакета это кружки. Да, это такие потрясающие кружки. Боже, я готова душу отдать за эти кружки. Я о них мечтала года 3-4. И тут я просто их увидела в магазине. Я просто, что? О боже. Короче, да, теперь у меня дофига кружек. Но это самые просто невероятные кружки в моей жизни. Блин, так странно осознавать, что это все заканчивается. Если не считать завтрашнюю дискотеку, то это последняя вечерняя активность. Гулять после вечерних активностей по Кембриджу – это просто как мой смысл жизни. Как я буду без прогулок по Кембриджу? Ночных прогулок по Кембриджу? Вопрос. А мы идем на наш последний урок. Ужас. Ну что ж, у нас закончились все уроки, больше не будет никаких уроков. Закончился последний обед. Это ужасно. Очень быстро все прошло, прям невероятно быстро. Вот что мне осталось с последнего обеда. Фанта. Воу! Посидела с хорватиками, пообщалась. На хорватском шучу. Хотя уже в целом можно было за 2 недели выучить хорватский. В целом не так уж и сложно. Отличается, конечно, от русского, но можно что-то понять. Ну что ж, закончилась и последняя дневная активность. Сегодня такие грустные одни видосики. Из-за того, что у нас свободное время, и абсолютно все выходят в город, куда-то в торговые центры и так далее, ты просто идешь по улице, и каждые минут 5 встречаешь кого-то знакомого, и вы все улыбаетесь, друг другу говорите типа «хай», и это просто невероятно мило. Все такие дружелюбные, приветливые, вообще веселые, и все всегда такое хорошее настроение. Это так тебя заряжает изнутри. То есть совершенно не важно, кого ты встретишь, просто ты понимаешь, что он из твоей типа школы, потому что ты знаешь уже всех в лицо. Это так как-то приятно, неожиданно всех встречать, и вообще этого будет не хватать. У вас открыты новые достижения. Я только что сидела в парке, ко мне подходят 2 мальчика и начинают по-английски говорить, типа, вот у нас там друг, он боится подойти, ты показался ему очень милый, можно он с тобой познакомиться? Я сижу так, нет, спасибо. Они такие, ну ладно, ну если нет, там типа ладно, тогда ну хорошо. Вот они какие-то расстроенные уходят, возвращаются к своему другу. Он стоит, ну, довольно-таки далеко. И он начинает на них кричать, что типа, вы подошли и сказали, нет, зачем, как, почему? Их друг убежал куда-то, они за ним поплелись. Я думаю, ну ладно. Вторая поездка в Лондон. Мы пришли в музей науки Лондона. Это один из самых огромных музеев, посвященный науке. Математический зал. Очень много всяких разных старинных вещей, которые использовались для изучения математики и других точных наук. Здесь очень много интерактивных игр, чтобы узнать химию, биологию, математику, физику, инженерию и так далее. Очень интересно, прикольно. Здесь можно управлять подводной лодкой. Этот зал посвящен дизайну, музыке, операторскому искусству, короче, творческим профессиям. Здесь тоже всякие различные игры. Музей сделан очень интересно и для всех возрастов подойдет.
Здесь надо запрограммировать робота, чтобы он переносил мячики в пластик или в металл. Обалденный интерактив. Здесь вот пишутся программы как на питоне, и можно контролировать робота. Это я понимаю чудо технологии. Просто окружены различными птицами. Здесь утки, голуби, какие-то вот такие потрясающие птицы, лебеди. Здесь очень-очень-очень много голубей. Они просто буквально везде. Азуса и Химена очень сильно боятся голубей, потому что они думают, что, я не знаю, что они с ними что-то сделают, и они боятся идти сквозь голубей. В наше свободное время нас привели в магазин самых дорогих брендов всего мира. И мы здесь просто ходим, как такие дурачки, бедные студенты, которые не могут ничего купить. И мы сейчас пришли в магазин игрушек. Этот мишка стоит 139 фунтов. Look, this is Paddington. Paddington. Oh my god. Barbie. Приехали сюда, чтобы Гермес купить, сумочку Dior, парфюм от Chanel, также сумочку от Miu Miu, что-нибудь от Bottega Veneta, Gucci, Louis Vuitton. Вот это все отсюда берем. Мы попали под очень сильный ливень в Лондоне. Тут гроза, гром, просто... Мы стоим где-то под крышей какого-то здания непонятного. Ждем, когда прелесть закончится, потому что это просто что-то невозможное. Мы мокрые все до нитки, ждем какого-то чуда. Сейчас была просто невероятно огромнейшая гроза и молния. I really wanna leave. Okay. To die in the London, probably not that bad, but not today. Ну что ж, мы вернулись в автобус. И это ужасно. It's really crazy. Тут молнии, гром просто каждые минуты 3. Мы все мокрые, и мы едем забирать вторую часть ребят, которые в другой части Лондона. Вот так вот с нами прощается Лондон, когда мы уезжаем. Зато какие воспоминания под ливнем в Лондоне постояло. Мы все плачем. Мы только что все стояли, обнимались, прощались и плакали полчаса. А потом нас разогнали. Это безумно грустно и вообще просто... Мне не верится, что это происходит. Я не верю, что я уезжаю отсюда. Ура, я собрала чемодан. 2 часа ночи. Мне вставать в 4:30. Такси в 5:30. Месяц жила. Месяц. Я не верю, что это все происходит. И вообще очень грустно, невероятно. Я видела сейчас через окно, как уезжали хорватики. Мне правда наворачиваются слезы. Как это может заканчиваться? Просто невероятно грустно. Доброе утро, получается. Не знаю, слышно или нет, на заднем фоне кто-то уезжает. Это австрийцы. Все, ухожу из комнаты. Просто пусто, все абсолютно. В 7 утра, я уже в аэропорте. Иду куда-нибудь в терминалы какие-то. Я еще совсем не знаю, куда идти. О боже мой, это кто? Что за красотка меня встречает в аэропорту Гетвик. Короче, я пошла уже в Departures, сдала багаж 29,5 из 30. Ух. Итак, вашему вниманию представляется картина «Ребенок добрался до сладкого». Не спрашивайте. Ну, во-первых, давайте начнем все-таки с полезного. Чаек британский. Этот чай пьет сама, извините меня, королева. Раньше пила, сейчас уже у меня голова меньше. Ё-моё. И это еще не все.
whole nut and toffee. Накупила сладости duty free и разорилась. Первый раз, когда я летела вот в Лондон, это мне казалось безумно страшным, потому что я не понимала, куда мне надо идти, что мне надо делать, вообще почему все так происходит. Было стрессово еще на пересадке, потому что меня переносили самолет, не было времени, вообще был просто невероятный стресс. Сейчас вообще все спокойно. Приехала я очень заранее сюда, и часа 2-3 я здесь просто сидела, не знала, что делать, но сейчас я уже нашла свой гейт, сижу, жду посадки, и вообще все супер. Все, я в самолете. Сейчас будем скоро вылетать. Задерживается немножко рейс опять, ну как всегда, в целом ничего нового. Итак, я прилетела в Турцию, в Стамбул. Мой рейс перенесли, воу, спасибо, на час. Только в 9 вечера я вылечу отсюда. Это не факт. Буду изучать стамбульский аэропорт, буду знать его лучше всех. Ну что ж. Но я уже иду к своему гейту, потому что нам его как раз-таки только что открыли. Я такое большое количество русскоговорящих людей не видела и не слышала русской речи настолько часто, как в стамбульском аэропорте уже месяц. Заходим в самолет. Прилетели в Питер. Все, я прошла паспортный контроль. Осталось еще забрать багаж, и я буду дома. Как же я хочу спать. Просто невероятно. За день поспать 2 часа и что-то недосыпа в самолете. Не советую. Едет мой чемоданчик. Боже мой, какое счастье. Они его не потеряли. Вон же он. Не знаю, просто не приходит знание того, что все, конец. This part of my life is called peace.